У нас есть вот такая вот фотография с деревом и такое небо слоем ниже. Значит, раньше, если бы спросили, как это дерево можно выделить, я бы вам показала вот такой простой, фантастический способ. Значит, на слое с деревом кликаем 2 раза. Мы с вами попадаем в меню «Стиль слоя». Значит, нам с вами нужно синее это небо отделить, то есть это синие оттенки. Мы в этом Blend If списке выпадающим выбираем Blue. Этот ползуночек тянем сюда. Смотрите, вот как у нас небо классно проявляется. Вот такая у нас с вами получилась замена неба. Быстро и легко. Однако со временем мы с вами должны развивать свои навыки и обновлять их с учетом появления новых функций в Photoshop. Поэтому вместо первого способа мы с вами сделаем вот такие вот простые манипуляции. Мы идем в меню Select, это выделение на русском, если не ошибаюсь, выбираем его и выбираем Sky. У нас с вами получается вот такое вот выделение. Вы зажимаете кнопочку Alt или Option. Alt это кто работает на Windows, и Option кто на Mac. Зажимаем кнопку и нажимаем иконку с маской. И вот так быстро мы с вами смогли заменить наше небо. Я еще вам покажу один способ, как можно заменить небо. У нас с вами вот такая есть фотография. Мы с вами идем в Edit, это редактирование. Выбираем Sky Replacement и нажимаем. И вы можете подобрать любое небо, какое вам нравится, из предложенных вариантов. Такое, такое, такое. Вот такое вот можно. Также вы можете добавить свой вариант неба. Вот на этот плюсик нажимаем. Вот такие вот в общем доступе я скачала примеры неба. Давайте выберем любой с вами. Вот он сюда подгрузился. Допустим, выбираем. Дальше вы можете поработать с настройками. Это работа с краями. Больше их делать, меньше. То есть, видите, мы убрали. То есть смотрим все по фотографии. Также здесь можете температуру поменять. Сделать холоднее, теплее. Нажимаем на ОК. Вот видите, у нас получилась такая группа. Мы можем ее свернуть, либо развернуть. И видите, какие были проделаны манипуляции. Вот. Считайте в один клик. У нас получилась красивая картинка. У нас, например, есть вот такая вот фотография с деревом на фоне неба с облаками. Как с этим можно поработать? Мы идем в меню Select, выбираем Sky. У нас с вами получается вот такое вот выделение. Зажимаем Alt на Windows или Option на Mac и кликаем масочку. Вот у нас с вами получилось выделение. Значит, вы видите, если приблизить, что маска получилась не совсем корректная. Что с этим делать? Нажимаем Alt или Option на Mac и кликаем по маске. Видите, у нас в черно-белом цвете получилась наша маска. Как ее доработать? Это мы можем сделать в ручном режиме при помощи черно-белой кисточки. Выбираем кисть, но режим мы ставим с вами не Normal, а Overlay. Это перекрытие. Это нам нужно для того, чтобы лучше получились края. Смотрите, берем белую кисточку, например. Нам надо сделать больше деревом нам выделение дерева. Мы кисточкой режим потока ставим flow на процентов 20 можно. В районе 20. И вот аккуратненько, видите, если вы хотите полностью закрасить дерево, то сделать лучше выделение. Смотрите, за счет режима Overlay, если я буду выходить за края, видите, черное практически не затрагивает. Оно затрагивает, но не настолько агрессивно, как мы, например, сами, смотрите, сделали это в режиме Normal. Видите, вот. То есть это лучше делать в режиме Overlay. То есть, видите, края будут более аккуратно проработаны. Так, допустим, вот видите, у нас тут там остатки, если мы взглянем сами, там остатки будут голубого неба. Значит, давайте меняем кисточку на черный. И вот так вот мы с вами убираем там, где нам это не нужно. Мы с вами вот таким способом дорабатываем масочку вручную, чтобы лучше получилось выделение нашего дерева.
мы с вами доработали, и у нас с вами получилось вот такое вот дерево. Так, теперь нам надо с вами подставить любое небо. Значит, выбираем из того, что есть. Ну, давайте. Ай, такое попробуем. Опустим сюда. Вот такое. Так, мы его сами делаем побольше. Значит, подставляем под низ. И вот видите, у нас с вами получилось вот такое вот небо. Замена неба. Чтобы лучше вписалось, нам надо сделать коррекцию цветовую. Значит, как это можно сделать? Давайте попробуем через такой способ. Значит, градиент map выбираем. Ну, я обычно, у меня стоит черно-белый просто. Так, значит, в меню заходим сюда. Значит, solid меняем на noise. Галочку нажимаем ок. Сейчас, минуточку, я поменяю, надо на soft light поменять. И теперь можем подобрать с вами какой-нибудь цвет, который вам больше нравится. Значит, щелкаем до того момента, пока вам не понравится результат. Ну, мне, допустим, такой. Окей, нажимаем. Можете с непрозрачностью поработать. Также вы можете с выборочной коррекцией цвета Selective Color поработать с цветом. Добавить цвета, какого вы хотите. Желтый смотрим, что тут он, травку, видите, можете немного поменять цветом, чтобы она вписывалась. Притемнить дерево. То есть это все на ваш выбор. Как вы хотите, так и делайте. Цвет неба можно поменять. Также можете еще зайти. Color Balance. Также поработать в средних тонах. То есть любую тонировочку делайте на ваш, как говорится, вкус. Также можете сделать заливку цветом. И меняете режим наложения. Можете такую. Либо Soft Light, Overlay. То есть, допустим, вот так. Вот у меня получилась такая цветокоррекция. Вы можете сделать ее как вам нравится. Это, как говорится, полет фантазии. Значит, смотрим. Было, например, вот мы с вами добавили небо. И добавили тонировочку. Вот так у нас получилось. Вот такой вот классный способ, как доработать маску вручную. Пользуйтесь на здоровье. Подписывайтесь, ставьте лайки.